Сейчас я возьму свой экран. Доброе утро всем. Как настроение? Можно ручки поднять вверх. Как спалось? Вот поднимите руки те, кто, скажем так, имеет какие-то осознания за вчера, за вчерашнюю сессию. Есть такие, да? Ну, отличненько. Мы сегодня продолжаем, и с вами я, Андрей Хавратов, кто первый раз сегодня является генеральным директором сообщества потребителей NEMI, автор, создатель, генеральный директор Академии частного инвестора и автор программы CryptoUnit. И сегодня у нас второй день, вторая сессия, и мы сегодня работаем с Эндрю, с Милой, и я начну сегодня. Вчера было задание после сессии прогуляться на свежем воздухе, создать такой правильный психоэмоциональный настрой, наметить свои желания. Вот опять же, поднимите руки, кому удалось это сделать. Отлично, отлично. Это очень важный момент, дорогие друзья. Я скажу из своего опыта, когда я начинал принимать решения, сейчас в том числе, когда ты начинаешь формировать новые мысли, образы, новую создаешь, вот Тони Роббинс любит говорить эту фразу, новую версию себя, я это называю, знаете, такую новую личность, новую прогрессивную личность, более прогрессивную, тоже прогрессивную, да, всегда необходимо освободиться от старых вещей, тем более и дата вчера была достаточно сильная для того, чтобы освободиться от старых вещей, от старых грузов, от старых каких-то, может быть, проблем, хотя проблемы — это нерешенные вопросы, и зарядиться новой энергией. Второе, записать свои желания, перевести их в конкретные цели, составить пирамиду целей, определить главенствующую. Кому удалось, тоже поднимите руки, пожалуйста. Отличненько, отличненько. Можете написать, кому удалось, какие осознания у вас были в виде вопросов, да, но написать свое сознание. Вот у кого какие за вчерашний день были осознания? Угу. Отлично. Но сейчас я хочу буквально 2 человека, кто, поднимите руку или напишите, кто хотел бы поделиться своими осознаниями вчерашнего дня. Я хочу позадавать вам вопросы. Есть у нас такие люди, да? Давайте, кто первый, кто у нас модератор, давайте первого подключите. Николай, одного из русскоговорящей аудитории, а второго, наверное, из англоговорящей аудитории сегодня. Или итальяноговорящий. Если есть Драгош, я хотел бы у него кое-что спросить. Ну что, включаемся, да? Кто сейчас хотел бы поделиться своими сознаниями вчерашнего дня, сегодня, может быть, утром проснулся? 3 участника вот подняли руку всего лишь. Всего 3 участника. 4 уже, 5. Николай, давай вот кто первый поднял, тому и дадим слово. Нурлан Муканов, можете говорить. Нурлан Муканов. Если вы видео включите, Нурлан, будет вообще бесподобно, чтобы мы вас еще и видели. Как слышите, Андрей Федорович? Да, прекрасно слышу, Нурлан. Не видно меня? Да вот я хочу попробовать найти вас.
Так, так, видео. Вот вас слышу, но не вижу пока. Ага. Ну, вас видим, слышим хорошо, что-то Было тоже не могу видно. Включите камеру. О, Арман, Вы привет. камеру включите. Так, сейчас. Включить видео. Отлично, вот вас видно. Видно, Отлично, да? Нурлан, да. Ну, давайте тогда. Здравствуйте еще раз. Ага. Приветствую, Нурлан. Ну, Мы вас, с какого? Павлодар, вас привет. Павлодар, Казахстан. Отлично. Да. А можно камеру немножко опустить вот так вот, чтобы полное лицо было? Так. Или компьютер, вот, отлично, да. Ага. Отлично. Нурлан, ну давайте, как вчера день прошел, ваше сознание, только кратенько. Осознание, да, давайте, честно говоря, действительно, насколько цель это важна. Вроде бы простые элементарные слова, элементарные вещи, но вчера было полностью стопроцентное осознание, что это играет огромную роль в достижении, ну, и достижении целей. И самое главное, что это стопроцентно дает результат. Зависит от человека. Какая это главная цель была, Нурлан? Цель, моя поставленная цель, Угу. главная цель, так, сейчас, главная цель. Которую вы осознали, вот главную цель. Обучение, что любая цель материальная, как бы, да, кто-то может квартиру, машину, любая цель, которая измеряется в деньгах, можно достигнуть. Простыми То есть это действиями. было такое вот осознание того, что любая цель может быть достигнута, которая измеряется деньгами, да? Да, любая цель. Угу. И что это за цель, вот с вашей точки зрения? Получилось пирамиду, главенствующую цель в пирамиде целей найти? Да. И что это за цель, если не сложно поделиться? Не секрет? Не секрет, Ну, если... так, первая цель, конечно, мне построить мечеть в своем ауле в Ленинском. Угу. Хочу То есть вы хотите построить мечеть, это такая главенствующая цель, которая подтягивает все цели, да? Да. Угу. А вот для чего она вам нужна, эта цель? Какие причины вы нашли? Почему? Ну, причину вообще это была мечтой, моей давней мечтой, которая я как бы 5 лет назад появилась у меня в голове, и как-то я вначале неосознанно, вначале так думал, что это нереализуемо, но благодаря компании вот эти за 2 года я понял, что это можно сделать, тем более сегодня у нас есть хорошие результаты, и плюс, ну, как бы... Отлично. Ну а почему именно вы хотите ее? Именно мечеть, именно вы? Что вам это даст? Что даст? Ну, как бы оставить после себя своим потомкам, людям, чтобы ходили, молились, были духовно развиты, мы получали от этого удовольствие. А почему вы хотите, чтобы люди были духовно развиты, получали удовольствие? Ну, как почему? Наверное, добро, оно всегда измеряется и будет измеряться в оставшейся жизни. То есть, по сути, если разобраться вот глубоко, вы хотите творить добро, и вот в вашем понимании, если вы построите сейчас мечеть, то это сможет на долгие века, скажем, транслироваться не только вам, а вашим детям, внукам там, и тем другим прихожанам, которые будут туда приходить, правильно, да? Да. Вот если по 10-бальной шкале, насколько вы бы эту цель оценили? По 10, ну, максимально 10. 10 баллов. Ну, я это поставил в ближайшие 2-3 года. Хорошо, вот когда вы это представляете, чувствуете, как у вас внутри происходит? Крылья вырастают или сжимается как-то вот внутреннее состояние? Скорее всего, окрыляет. Окрыляет. Отлично, Нурлан, отлично. Я хочу вам пожелать реализации этой цели, быстрейшей реализации вашей цели, для того, чтобы, когда вы ее исполните, обязательно сделайте фотографию, и обязательно сегодня запишите на видео, выложите в Инстаграме, в Ютубе, разошлите всем своим знакомым, чтобы они понимали, какую цель вы хотите перед собой поставить, какую цель вы вчера приняли. Хорошо? Сделаете это? Хорошо, да, сделаю. Отличненько. Хорошо, я благодарю, Нурлан. Вам привет от Павлодара. Мы здесь в офисе, если вы видите, наших ребят, наших партнеров. Отлично. Всем привет.
Всем привет. Давайте, вам тоже. Хорошо, ну и второй человек. Давайте поднимите руку. Второй человек, который бы я хотел, ну, англоговорящий, или если есть Драгош, я хотел бы с Драгошу задать несколько вопросов, потому что он у нас член президентского совета. Благодарю, Нурлан. Отключайтесь тогда. Хорошо. Все, отключился. Кто из англоговорящей аудитории? Давайте мы тоже. Есть такие люди у нас? Есть Драгош, да? Драгош, давай тогда тебя подключим, поговорим с тобой. Нету, да? Тогда кто есть? Кто мог бы из англоговорящей аудитории? У нас есть Святослав Черков. Еще Святослав Черков. Ну, давайте Святослава Черкова, если мы не можем подключить. Святослав, включай видео, включай аудио. Святослав, ты с нами? Да, так, меня слышно? Приветствую, да. Хорошо было бы, чтобы еще видно было. Да, сейчас я включу камеру, одну секундочку. Угу. Оп, вот он я. Отлично. Хорошо, Святослав, как ты утром проснулся, твои осознания вчерашнего дня? Может быть, когда ложился вчера спать? Я хочу немножко даже рассказать, да, как я лег спать. Давай сначала, знаешь, как, Святослав, из какого ты города, страна? Россия, в данный момент я в Москве, так Твой я вообще статус? с Ханты-Мансийского автономного округа. Статус менеджер. Менеджер. Угу. Да, конечно, после вчерашних выполнений заданий прогулялся, и вечером я именно вошел в медитацию, я представлял, как возле меня вот так вот куча денег, как золото, растворяется это все во мне, и даже немножко сны какие-то потом снились, такие очень интересные. Ну, в общем, в этой медитации я таки уснул. Угу. Удалось прощупать, вот когда деньги из пачки выходят из тебя и складываются в ряды на полу там или на столе? До этого я еще не успел дойти. Понятно. Пока что я таким был денежным магнитом, пока я только притягивал. Еще раскладывать пока не успел. Но сегодня продолжишь, да? Обязательно, конечно. Угу. Я под впечатлением этого упражнения, мне очень понравилось. Хорошо, осознание. Вот что, может быть, какая-то был вопрос, проблема еще до вчерашнего занятия, и вдруг ты нашел ответ, и вот осознание, вау, я это понял. Вот как открытие такое для тебя внутреннее. Вот для меня такое открытие, это, в принципе, связано с семейным деревом. Было. Я начал понимать, что я практически вот дальше своих бабушек, дедушек никого не знаю. То есть у меня сейчас более такая... Нарисовал такое? Нарисовал такое? Да, нарисовал, но она у меня не настолько большая и обширная. То есть сейчас у меня сразу же появилось очень много вопросов к моим родителям. Именно что-то больше узнать и дальше. То есть что-то, ну, скажем так, расширить это дерево. А зачем? Для чего? Ну, скажем так, я действительно, моя цель, одна из целей, это стать легендой в своей семье. Вот, и, конечно же, я хочу знать больше о своей семье. А что значит легендой стать для своей семьи? Что значит легендой? То есть, действительно, чтобы обо мне, вот мое поколение, которое будет уже после меня, то есть они понимали, знали вообще, кто я такой и что я сделал для нашей семьи. То есть... А кто ты такой, что ты сделал для своей семьи? Вот это я собираюсь сделать. То есть я хочу действительно сделать так, чтобы ни в чем не нуждались. То есть, конечно же, дать как можно больше знаний и своим детям, конечно же, получить их и дать им, научить этому. Ну и
воспитать из них действительно хороших людей, чтобы они также несли это и передавали дальше. Конечно же, не потеряли, не растеряли то, чего я буду добиваться и делать. Что бы ты пожелал для всех? Вот ты такой, повезло тебе, среди всех 2800 человек смог сегодня высказаться, да? Что бы ты пожелал вот всем, кто нас слушает сейчас? Пожелал бы больше мечтать, не зацикливаться на пару меч, потому что меня вчера просто разрывало от того, сколько пошло у меня интересных мечт. И, конечно же, выполнять все задания, делать их, выполнять все домашние задания, и тогда будет однозначно результат. Мгм. Хорошо, отлично. Благодарю тебя, Святослав, за Благодарю. это откровение. Отлично, дорогие друзья. Ну, а я передаю слово Эндрю Хокс. Эндрю, ты здесь, он дальше пойдет по теме. Дорогой Эндрю, у тебя там 18:00 вечера. Не совсем, тут 5:20. Спасибо за то, что передали мне слово, спасибо за то, что поделились с нами со своим осознанием. Ребята, будем заниматься этим каждый день. Сначала как бы начинается день, он там в Новой Зеландии, потом в Австралии, а потом и солнце движется дальше. Будем начинать день каждый день вот так. Посмотрите, что я делаю, я сам это делаю. Смотрите, я это сделаю вот здесь, чтобы вы могли меня видеть и слышать. Смотрите, что я делаю. Ну, 15 отжался. Ребята, если не можете отжиматься, делайте приседания. Вот так, смотрите. Положите руки на плечи и приседаем. Надо, чтобы кровь начала циркулировать по телу. Так вот, идея заключается в том, чтобы кровь начала циркулировать по телу, и вы немножко разогрелись. Хорошо. Думаю, это хороший физиологический принцип. Мила, что ли, слайды мои изменила? Нет, не изменила. Все хорошо. И сейчас надо выпить стакан воды. Комнатная температура вполне подходит. Я немножко выдохся. Итак, ребята, очень важно, чтобы вы начинали сессии наши именно вот так. Кровь начинает циркулировать по телу. Возможно, некоторым из вас необходимо будет еще посидеть и сделать эти упражнения, которые мы должны были сделать. Кровь начинает бегать быстрее по венам. Вы выпили стакан воды, предотвратили обезвоживание, и сейчас можем перейти к следующей части нашего тренинга. И сейчас мы должны войти в определенное состояние. Помните, Арманд нам уже проводил это упражнение. Мы хотим поприветствовать новых себя. Мы хотим поприветствовать человека, который будет встречать вас и видеть вас в зеркало каждое утро. Мы хотим представить себе этого человека успешным человеком. Мы хотим поприветствовать этого человека как успешного человека. И мы хотим признать тот факт, что этот человек — это мы. И мы это должны делать каждый день, когда мы просыпаемся. Естественно, у многих у нас есть зеркала в ванной комнате. Когда зайдете в ванную комнату, посмотрите на себя. Скажите: «Привет, добро пожаловать. Я сам успех.
Я просто забыл, насколько я успешен. И мой день уже прописан наперед. Это день успеха. Поприветствуйте себя как успешного человека. И это ключевой фактор. Это ключевой фактор богатства. Я думаю, уже прошлой ночью это говорил, когда Арманд меня спрашивал. Я думаю, что и в интервью, я помню, говорил, что благодарность должна идти прежде всего. Что я под этим имею в виду? Да, нам не будет в жизни ничего даваться, если мы не будем за ними благодарными. И мы должны быть благодарны сначала, и только потом вещи приходят, а не наоборот. И мы должны это делать сегодня, сделаем это завтра и послезавтра. Мы должны выработать привычку посылать посылы, сообщения, слова благодарности каждый день в мир. У меня звонит будильник, и я себя спрашиваю, за что я сегодня благодарен? Так вот, я призываю вас сделать то же самое. Поставьте будильник в любое время дня, которое вам удобно, чтобы вы попрактиковали благодарность. Давайте сделаем прямо сейчас это. Давайте отправим 3 сообщения 3 другим людям, не которых вы вчера благодарили, и напишите им, что вы благодарны им за то, что они в вашей жизни. Поблагодарите их за то, что они внесли вклад в вашу жизнь. Просто отошлите слова благодарности 3-4 людям, не тем, которых вы благодарили вчера. И, естественно, важная часть этого процесса – это прощение. Сначала попросите прощения у себя, у других людей, за все, что они могли вам сделать или сделают в будущем. Потому что если цепляться за злость, это как проглотить яд и считать, что кто-то другой от этого умрет. Негодование и презрение, ненависть – это яд, который убивает вас. Поэтому если вы кого-то презираете и ненавидите, вы сами себе вредите, поверьте. Поэтому, если у вас есть кто-то, кого вы должны простить, или кто-то, кто должен простить вас, попросите у них прощения. Если они вас простили, не простили, неважно. Главное, что вы попросили у них прощения, чтобы вы могли двигаться дальше. То есть ваш уровень энергии, вибрации уже поднялся, чисто за счет процесса прошения прощения. Ребята, в английском чате, если вы не можете видеть видео, вы должны присутствовать в русской комнате. Видео именно там у нас. И на этом я хотел бы поприветствовать и пригласить Милу Сердюкову для следующей части нашей сессии. Мила, ты здесь? Я вижу ее картинку. Благодарю, Эндрю, я здесь. Благодарю тебя за твою сессию. Очень, очень интересно. Сейчас сама отжималась, прыгала, что же запахалась. Приветствую вас, друзья. Как ваши дела? Поставьте плюсики, если меня видно и слышно. Отлично. Ну как, вы подзарядились? От 1 до 10 насколько чувствуете, энергия пошла после того, как выпили водичку, после того, как прыгали и отжались? Ага, смотрите, у кого-то 7, 8, значит, не доделали. По 2 кругу прыгаем, отжимаемся, пьем воду. Супер. Ну, я рада, что у большинства получилось. Я тоже каждый раз, когда делаю эти упражнения, чувствую, настолько прям прилив энергии идет, что хочется сразу же что-то делать, чем-то заниматься, сразу улыбка на лице. То есть это, конечно, очень-очень круто. Давайте перейдем к следующей части. Я бы хотела поговорить с вами о коллаже. Помните, мы вчера разобрали пирамиду целей, мы говорили о том, как важно мечтать, как важно желать, как важно именно ставить это все в некую пирамиду приоритетов, да? Я сказала, что одна из рекомендаций для того, чтобы вот усилить желание, это сделать коллаж. Поднимите, пожалуйста, руки или напишите плюсик в чате, у кого уже есть коллаж, либо, может быть, кто-то даже вчера успел сделать коллаж. Угу. Супер. Давайте сейчас поговорим, еще возьмем 3 человека именно по коллажу. Напишите, что я готов в чате, если вы хотите онлайн сейчас выступить и поговорить о коллаже. Прям напишите «я готов», чтобы мы могли понять, кто у нас есть.
Ага, пожалуйста, подключайте тогда Кайрата Кенжитаева. Ага. Так, Драгош мне писал, что он готов. Драгош, если ты готов, тоже подключайте. Готовьте пока свои камеры, да? Чтобы были камеры и микрофоны. И так, Рута у нас готова. Рута вчера выступала. Давайте кого-то новенького, третьего человека. Николай. О, как быстро прилетел. Слово не увидела, фамилию. Николай тоже плюсик писал. Давайте его тоже. А вот Николай Шапошников. Значит, 3 человека у нас есть. Давайте пока подключаемся. А я расскажу, пока вы подключаетесь, вообще важность коллажа и расскажу на своем примере. Я вообще изначально писала всегда цели и желания именно вот прописи. То есть я брала тетрадку, как я вчера вам говорила, писала мои желания, всегда ставила дату, всегда как бы делала их, что называется, по-правильному. Но я заметила, что когда они у меня прописаны, не хватает вот некой такой визуализации, некого якоря. Мне хотелось, чтобы я каждый день просыпалась и не просто перечитывала свои хочухи и желания, а чтобы это именно визуализировать. И тогда я начала искать, как же это можно все воплотить. И посмотрела очень интересный фильм «Секрет», возможно, многие из вас знают, он был очень популярен лет, наверное, 5 назад, где как раз-таки впервые услышала о коллаже желаний. И я решила попробовать. То есть я взяла огромный такой ватман, распечатала с принтера, тогда помню, еще такое было плохого качества, все красивые картинки, что я могла найти в интернете, и начала их вырезать. И стала делать коллаж таким образом, что я разбила его на несколько частей, и каждая часть, она была, например, одна часть была связана с семьей, другая часть была связана с какими-то вот деньгами, то есть у меня там были прям слитки золотые, разные, помню, вырезала драгоценности, следующая часть была связана с путешествиями, то есть я разбила коллаж на несколько таких сегментов и начала вырезать, клеить, где не было картинки, даже пыталась рисовать. И когда я его повесила у себя в комнате, у меня вот кровать стояла, стол, и прямо перед столом его повесила. Каждый день я просыпалась, открываю глаза, и первое, что я вижу, коллаж. И, ребят, не поверите, но настолько быстро все начало реализоваться. Вот если сравнить, насколько эффективно было записать тетрадку или же сделать коллаж, то коллаж был в 1000-кратно эффективнее для меня. И когда я засыпала, я смотрела вот этот коллаж, я представляла, помните, как мы вчера с Розой обсуждали, вот точно так же я смотрела на картинки в коллаже, и, конечно, не со всеми, но выборочно, то есть бежала в картинку дома, что это за дом, закрываю глаза, уже вроде бы спать хочу, но представляю, как выглядит этот дом, как я внутри хожу, там какие комнаты, коридоры, и с этим засыпала. Потом просыпаюсь, смотрю, у меня была такая красивая картинка, пляж, где за руки держатся, думаю, вот, я так представляю, что мы на пляже, это Мальдивы, такой-то пляж, то есть настолько вот это проживала, и все быстро начало реализоваться. Поэтому коллаж, он очень важен именно вот для тех людей, которые хотят быстрее воплотить свои мечты в реальность, и для тех, кто вот, кому нужно видеть. Есть такие люди, вот они мыслят картинками. И для вас особенно будет это очень-очень эффективно. И для всех людей, с которыми я работаю, с группами и по мастер-профи, и другие тренинги, всегда те люди, которые делают коллаж, они каким-то образом Вселенная начинает быстрее все это им помогать и реализовывать. Конечно, это не так, что сделал коллаж и пошел отдохнуть на диван. Так тоже не работает. Вот в этом как раз-таки было некое несостыкование фильма «Секрет», потому что они заложили такую идею, что вот сделаешь коллаж, и вся Вселенная придет и тебя обслужит, сделает как надо. Но так, к сожалению, не будет работать, если ты сам не встанешь. Можно я вставлю 5 копеек? Да, конечно. Вы знаете, однажды я наклеил коллаж, где я должен был похудеть на 8 килограмм, и моя жена тоже такая вся стройняшка. И вот скажу вам одну вещь, мы вообще ничего для этого не делали. Ну, вообще. Ну, просто на море иногда ходили пешком и обратно. Но потом включается процесс, когда ты начинаешь делать определенные действия, и ты приходишь к этому результату. Поэтому в подтверждение Милы я скажу, да, естественно, если вы ничего не будете делать, не получится, но если вы наклеите, то коллаж вас
подтолкнет к тем действиям, которые вы начнете делать. Прости, Мил. Все в порядке. Абсолютно согласна. И действительно, коллажи, вот они работают таким еще образом, что когда вы их создаете, вы вкладываете туда очень много своей энергии. То есть это вы его создали. Вот было просто кусок ватмана, были какие-то картинки, и тут вы начинаете творить. И здесь включается вот такая энергия Творца, энергия усиливается тем, что вы сами это создаете, вы создаете образы. И как Андрей Федорович сказал на примере похудеть, то есть если бы, например, есть разные тактики, даже стратегии по составлению коллажа. И для меня была вот эффективно, когда я не просто ставила картинку, а когда была картинка и, например, мое лицо. Вот, Андрей Федорович, когда делали вот этот коллаж, вставляли лицо, то есть это была просто картинка, либо прям детально было вот лицо и это тело, которое я хочу? Не-не, тело и мое лицо, естественно, в этом теле. Вот, то есть смотрите, друзья, очень важно именно сделать коллаж персональным. То есть это не картинки того, как какой-нибудь там мужчина такой красивый стоит на коллаже. Если вы хотите похудеть, то это вы должны быть в теле этого мужчины, либо у вас должно быть тело этого мужчины. Поэтому обязательно вот фотографии тоже свои лица прям туда вставляйте. Если это дом, то прям ставьте свое лицо, либо вырежите себя с какой-то фотографии, что вот, это ваш дом. Если вы на море, то вставьте лицо где-нибудь, вот это я на море, то есть чтобы это был персональный такой, да? Отличненько. Ну, давайте сейчас подключим пару людей, послушаем, как же был составлен коллаж. У нас готовы 3 человека, которые до этого хотели говорить? Да, у нас готов Кайрат Кенжитаев может включиться, и следующим будет Николай Шапошников готовится. Хорошо. Давайте подключаемся. Подключаем микрофон, да, включаем камеру. И когда подключаюсь, говорите, я включился, чтобы мы видели, что человек подключился. Андрей Зуев еще может подключиться. Ну, давайте, немножко побыстрее тогда подключаемся, чтобы у нас не тянулось время. Кто на связи? Николай Шапошников, включайтесь. Давайте. Пока, чувствую, будет включаться Николай. Рута уже давно бы подключилась. Да, Рута, я вижу, что ты очень хочешь, ставишь плюсики. Ну, подключайся тогда, Рута, давай ты. Ты у нас уже специалист, вчера выступала. Конечно, хотелось бы новых людей, ребят. Если вы не знаете, как подключаться, комната открывается за полчаса. То есть тестируйте свои камеры, тестируйте свои микрофоны, пишите, что я хочу подключиться, чтобы могли это как-то все быстрее, хорошо? Да, Татьяна, можно с итальянской комнаты. Вы только нам дайте какой-то знак, кто готов, и тогда модератор подключит и скажет, кто следующий. Ну, давайте, Драгош, подключайтесь. Если говорите, то говорите, я подключаюсь, чтобы мы видели. Либо Рута. Кто у нас? Пока я что говорю... Рута, включите, пожалуйста, микрофон, вас не слышно. Не слышно пока что никого, ребят. Вот Рута у нас включила камеру, но микрофон не включила. Угу. А что у нас с итальянцами? Слышно меня? Слышно? Вот, слышно, Рута. Доброе утро всем, или добрый вечер. Да, вот это я делала с помощью, как сказать, по фэн-шуй тоже, что вот в центре это я. Смотрите, здесь уже криптовая валюта. Ага. И вокруг, в принципе, нужно как-то баллоны или самолет, чтобы это все вверх тянуло. Также цвет. И я расскажу, что вот мне нравится самый вот этот цвет.
Я просто из-за цвета сумочки, вот туфли. И мне как-то нечаянно я смотрю, что у меня такие туфли такого цвета купились. Видите? Также вот коктейли, чтобы каждое утро не забывала выпивать. Хорошее питание, да, вот. Время, часы у меня всюду, потому что я очень, как сказать, учусь тайм-менеджмент, да, друзья, радость, что-нибудь спиритуальное. Здесь это что-нибудь, или там можно церковь, или все, что... И я как раз поехала и в Индию, и в Бали в этом году. Я даже не думала, вот это что мне вот... Но я его меняю постоянно, да. Вот Москва, вот Биг Бен, тоже была. Также танго. Я раньше танцевала, сейчас опять хочу. Вот, и это все сбывается. Также цвета, чтобы были красочные, так, амбиции. Вот сумочки, видите, это космические путешествия, да, у меня отклеился. Да, и это Скажи, каждый... пожалуйста, Да. вот с какого момента ты начинала вообще делать коллаж? И вот до коллажа и после коллажа, вот ты видишь какую-то разницу в своей жизни? Ой, очень, да. Это я сделала пару лет тому назад. Мгм. И я делала в группе, нас было много. И я увидела у других только там 5 картиночек. И мы делали вместе, да. И как-то учительница, которую она делала, фэн-шуй, она забирала у нас втихаря, отбирала эти картинки. И нам надо было... Но я всегда замечала, и у меня был хаос. Я все время концентрировалась на holidays, да, на выходные, на путешествия. И я так долго клеила, что у меня время истекло уже. Но потом я в последний момент все набросила. И я посмотрела, что все, что я задумала, все исполнилось, даже больше. Вот и какие-то там просто цвет бриллиантиков, и там, смотрите, получила топ-менеджера эту золотую и с бриллиантиками, да. Я даже, меня не интересует ни золото там, особенно ничего, мне, нету такого, чтобы я это ходила, но мне как подарок это лучше не бывает. Отлично. Благодарим, Рута. То есть видишь реальный результат до того, как ты делала коллажи, и после. Да. То есть вплоть даже, вот ты сказала, до цветов. То есть вот выбрала какой-то цвет сумочки, и прям вот эта сумочка вот этого цвета. Туфли, я даже не думала, я не знала, откуда я. И потом я посмотрела в коллаже, мне такие вот Royal Blue, да, такие ярко-синие. Я никогда такие не покупаю. Просто из-за цвета я поставила, но мне вот... И также костюм такой получился у меня. Супер, супер. Да. Благодарим, Рута, за то, что подключилась. Ну, смотрите, друзья, вот как важно делать коллаж вот даже вплоть до цветов. Представляете? То есть не просто сделать коллаж, что я хочу, а вплоть вот если хочешь какую-то сумочку, либо дом, либо машину, какого цвета. Так, к нам кто-то подключился из Индии, вижу. Давайте еще один человек, кто хочет подключаться и рассказать о своем коллаже. Также поднимите руку или напишите «Я готов», и вас подключат модератор и скажут, кто будет. Главное, включайте камеру, чтобы мы видели. Андрей Зуев, если ты готов и компьютер готов, тогда подключайся, чтобы видели и камеру, и звук. Отлично. Как, меня видно? Супер. Так, вы меня видите, я вас пока не вижу. Да, тебя видно, слышно, все отлично. То есть у меня здесь не должно быть, я правильно понимаю, изображение меня самого, вы меня видите? Да, да. Я вас нет. Отлично. Всем добрый день, всем добрый вечер, у кого какое время суток. Да, действительно, меня зовут Андрей Зуев, я из Самары. Что я желаю рассказать про свой коллаж, который я составил практически в конце 2019 года. Я его начал составлять после того, когда прошел тренинг мастер-профи, и нам дали задание. Признаюсь честно, коллаж планировал создать несколько лет.
уже, и все, руки не доходили. Мне казалось, что это прям очень сложно создать коллаж, придумать мысли, мечты, и их как-то еще визуализировать и наклеить. Всегда смотрел у своих друзей, как они составляли эти коллажи, и, честно признаюсь, всегда завидовал. Даже в том году у меня был такой процесс, когда я решил зайти на марафон составления коллажей. И, скорее всего, вот это как раз мыслеформу, которую я составил для себя, она и привела меня к тому самому процессу составления коллажа, когда мне просто объяснили, как это делать. На самом деле все очень просто. Наши мысли, о которых думаем, если они сопровождаются действиями, то, как правило, они ни к чему не приводят. И вот эти мысли, которые я создал, они меня все-таки привели к результату. Вы меня слышите, да? Да, да, да. Вот Отлично. расскажи, что было до и вот после того, как ты сделал коллаж. Вот это именно разница. Была ли она и в чем именно она проявлялась? То есть, Ну, во-первых, доказательства нужны, что это работает. да, смотрите, во-первых, мурашки были, когда я составил этот коллаж. Составлял я его в течение, наверное, 10-15 дней и наклеил его в день роста Луны. Как сказали, что нужно наклеить именно в это время. И коллаж был разделен на две части. В смысле, на 7 стратегий. 2 года и одна стратегия на 10-15 лет. И вот запустил я его через, на мой взгляд, самый такой быстрый запуск, который я сделал. Это 1 января в 6 часов утра. Я стартанул с места, и мы пробежали с ребятами 20 километров по улицам нашего города. И как раз именно это и являлось, скажем, стартом этого моего коллажа. То есть я первое свое желание осуществил 1 января. Оно как раз вот желание здесь, да, вот здесь написано вот как раз 1 января 2020 год, 20 километров. В 7 утра, правда, в 7, не в 6, в 7 утра. Вот, мы, значит, побежали. И второе, то, что я для себя отметил, уже работает. Я написал, что я очень сильно желаю, чтобы Андрей Хавратов был гуру и наставником. И вот стоит здесь у меня, вот видите, да, вот стоит он. Отлично. И видите, как вот это сейчас прям уже реализовывается, потому что я сейчас нахожусь в марафоне, и Андрей Хавратов является наставником. Я считаю, что коллаж уже работает и дает свои плоды прям в моменте, уже в результате. Много что еще здесь интересного у меня в коллаже есть. Даже процесс такой, что у меня был запрещен выезд за границу. Но здесь я прописал в коллаже, что я мечтаю в этом году уже начать путешествовать. И узнал, что, оказывается, у меня открыт выезд за границу. Супер. Вот. Лучшее доказательство — это когда работает все, да? Да, я на самом деле сам удивился. Вроде запрещен был, а потом через людей уточнил. Говорит, да нет, у тебя все открыто. Как открыт был, если он был закрыт? Представляете, какая-то мистика. Вот так работает коллаж. Мне всегда про него говорили, что коллаж работает лучше, чем любые другие записи в дневнике, которые делаешь. Не верил, пока сам не нарисовал этот коллаж и не повесил его на стену. Супер. Благодарим тебя, Андрей. Благодарю вас. Все рассказал, показал с доказательствами, с фактами. Вообще супер. И сейчас, друзья, кстати, тоже растущая луна, поэтому мы начали тоже, как вы знаете, вчера наш тренинг с такой сакральной даты, мы уже об этом говорили. И на этой неделе обязательно тоже одно из ваших домашних заданий — это сделать коллаж, потому что фазы растущей луны, все то, что вы творите, это будет усиливаться. Поэтому не теряем время, делаем коллажи, обновляем, если есть старые коллажи, и будем на следующее занятие тоже подключаться и видеть прогресс, насколько быстро вы сможете реализовать все свои мечты и желания в действие. Договорились? Поставьте плюсик, кто готов сделать коллаж. Отличненько. Я тут передаю слово Эндрю Хокс. Мы идем дальше. Благодарю вас, друзья. Спасибо, Мила.
У нас вот есть пару англоговорящих людей в чате, которые не видят видео. У меня нет микрофона в русском чате, поэтому, ребята, если вы меня не видели раньше, вот как я выгляжу. Ребят, я хотел бы поговорить о важности тех 12 месяцев, 11 даже месяцев, и это так называемое сочинение. Моя жизнь на протяжении 11 месяцев или через 11 месяцев. Вот если бы я сказал вам, что вы должны что-то одно сделать прежде всего, то для меня это было бы следующее. Я сейчас поговорю об этом. И нельзя недооценивать мощь этого. Вот я хотел бы посмотреть, если Нил сейчас в сети, или, может, Анетта сейчас с нами, хотела бы с ними коротко побеседовать. Если они с нами, было бы здорово, может, поднимите руку в чате. А если нет, тогда я продолжу и расскажу, что это такое. Так вот, как только увижу, что они подняли руку, я с ними поговорю. Это своего рода письмо. Это сочинение, это письмо самому себе. Оно должно быть написано в прошлом времени, как будто уже что-то случилось. Только это письмо, оно будет датировано будущей датой. Через 12 месяцев, оно может через 5 лет быть, даже через 10 лет. И я вам гарантирую, оно очень мощный, это очень мощный инструмент. Вот у меня есть манифест, который я написал 8 лет назад, вот незадолго до того, как я переехал в этот дом, я написал его, и я вижу, что вещи действительно случились, реализовались. Это очень мощное упражнение, которое поможет вам пройти тот путь, на который вы стали. Так вот, это письмо и все, что вы включили в свои постоянные цели, о которых говорила Мила, все эти вещи, вы хотите их прописать в виде письма, как будто оно уже случилось. Если у вас 5 или 6 каких-то есть вещей, к которым вы стремитесь, вот, например, я хочу, чтобы мой бизнес вырос там в 20 раз, да, я это уже прописал, и мы вместе это также сделаем. Для меня, например, рост бизнеса в 20 раз. Я всегда начинаю свое письмо со слов благодарности. Я говорю, что я очень рад и благодарен за, и говорю за что. Поскольку, помните, благодарность предшествует всему, что мы получаем. То есть она является началом нашего существования. Поэтому я начинаю свое письмо, я благодарен с того-то и с того-то. Вот приведу вам пример, да. Вот моя цель – увеличить свой бизнес в 20 раз. И я сегодня утром проснулся и увидел, что наконец-то эта цель была достигнута. И сейчас мой бизнес вырос в 20 раз по сравнению с тем, каким он был 12 месяцев назад. Выберите дату в будущем, например, 31.11.2020 года. Сейчас это, значит, вы говорите, сегодня 31 ноября, и я так рад и благодарен. И также в этом письме должны прописать все, что вы уже достигли. Понимаете? Это как крайний срок, который вы себе устанавливаете в будущем. Как дедлайн. То есть вы прописываете все на своем будущем таймлайне, на своей будущей временной шкале. И чем больше вы будете писать и читать, тем больше оно будет прописываться, впечатываться в вашем мозгу. Поверьте, наш мозг не способен различить где-то на подсознательном уровне разницу между реальностью и фантазией. Если вы заставите свой мозг поверить во что-то. Помните, Мила нам вчера упражнение с Розой делала? Прекрасный пример. Чем больше вы представляете какую-то историю реальной, как ощущаете запах, звуки, и прописываете это в своем письме, и чем больше вы его прописываете, и тем больше вы перечитываете, тем реальнее оно становится. Вы не хотите, естественно, такую ситуацию, когда вы пропишете что-то в письме и больше не будете читать, и оно там и осталось. Если оно написано, так тому и быть. Что это означает? Написанному верить, помните? Поэтому, если вы что-то прописали, то Вселенная сделает все, что в ее силах, чтобы это произошло. И единственное, что может остановить Вселенную, это ваша вера или ее отсутствие. Мы должны поднять этот уровень вибраций.
Мы, помните, мы отжимались, мы приседали, мы выпили стакан воды, мы отправили слова благодарности Вселенной, мы попросили прощения. Все это поднимает уровень наших вибраций настолько высоко, что придает реальную силу и мощь нашему письму. В любом случае, вы должны будете написать это сочинение через 11 месяцев, но я призываю вас написать это письмо вам самим через 12 лет, через 10 лет. Все, кто проходили со мной мастер-профи, они знают, что это работает. Я помню, что я 12 лет назад когда я проходил свой мастер-профи, у меня тоже было это письмо, а затем, когда я прочитал это письмо 12 месяцев спустя, я не мог сдержать слезы. У меня буквально слезы текли, потому что действительно все, что было прописано на этом листике бумаги, все реализовалось через 12 месяцев. Расскажу вам небольшой секрет. Я вот только что прописал новое письмо свое, и я написал там определенную цифру. Ну, где-то в феврале моя структура должна превысить определенное количество. Я не буду говорить конкретное число, это не так важно. Но уже сейчас так. В феврале я сказал, что я хочу такое-то количество в моей структуре. А это случилось 15 дней до начала февраля. Представляете? А я это написал в прошлом времени, как будто это уже случилось. Нил, если ты здесь, хотел бы тебя пригласить. Ты слышишь меня? Я, на самом деле, замутил свой микрофон, выключил, чтобы тебя можно было слышать. А теперь я включил свой микрофон. Здорово. У нас тут немного времени, поэтому мы говорим вот о сочинении «Моя жизнь через 11-12 месяцев». Как считаешь, насколько мощный этот инструмент? Ой, ты знаешь, всякий раз, когда я об этом говорю, когда говорю с своей командой, со своими лидерами, которые хотят стать президентами, я ему говорю, пропишите эту цель. Это мощь прописания целей. Вы не представляете ее себе. И когда я прописывал свое сочинение, это, наверное, единственное сочинение в моей жизни, которое мне более-менее удалось в моей жизни. И я посмотрел, боже, все, что я прописал, все сбылось. И одной из моих целей было это быть миллионером. И я понял, что нет, по-моему, мало нолей. Наверное, надо еще 3 ноля добавить в это письмо. И вот когда мы вместе были в Новой Зеландии, в Австралии, вместе с теми людьми, они увидели, визуализировали себе, как может выглядеть их будущее. И действительно, как только вы что-то прописываете, вы фиксируете это навсегда, и вы потом, когда будете перечитывать это письмо, вы даже не сможете поверить, что как быстро или насколько реальны стали ваши цели. Я помню свой первый мастер-профи, первый тренинг в Минске, если я не ошибаюсь, у нас было упражнение, нам дали задание, и Андрей Федорович попросил меня встать перед классом, там еще одна дама была, которая также рассказывала о разных секретах, и я помню, она говорила, что чем больше вы добавите деталей в свое сочинение, чем более детально вы визуализируете свое будущее, чем больше красок вы туда добавите, тем больше реальности в этом придаете. Это может звучать невероятно, но это так. И на самом деле, что происходит? Мозг, он настолько входит в связь с вашим телом, что оно приводит его все в движение, и все в вашем теле начинает стремиться именно к той прописанной цели. По крайней мере, в моем случае это было именно так. Это мощнейший в моей жизни инструмент. Ой, спасибо, Нил, за то, что поделился своей историей. У нас тут очень мало времени, поэтому у нас остается времени только на одного человека. Как правило, мы 2 человека спрашиваем. Как я уже говорил, ребят, чем более красочно и ярко вы это себе представите и пропишете, тем более реальным это должно стать. Вы должны представить не просто картинку, а чем оно пахнет, какие звуки издаются рядом. Возможно, вы представили себе, не знаю, какой-то снежные вершины. Представьте этот холодок, свежесть воздуха.
какие звуки, какие запахи. Может, вы идете босиком по траве. Все эти вещи, они сделают максимально реальным картинку для вашего сознания. А чем более реальным оно будет для вашего сознания, тем более реальным оно станет в действительности. Так вот, секрет. Я, наверное, уже рассказал, вы поняли. Смотрите, секрет. 31.11.2020 года – это дата. И вы должны прописать письмо, как будто эта дата уже настала. Вы сделаете такое же письмо и через 5, через 10 лет. Но вы должны прописать сочинение «Моя жизнь через 11 месяцев». И напишите, как будто это уже случилось в прошедшем времени. Потому что наше сознание не сможет провести разницу между реальностью и фантазиями. Чем больше вы визуализируете, тем быстрее это придет. Возможно, это новая машина. Возможно, это круизное путешествие. Или помните, как Мила вчера говорила? Визуализируйте, пропишите в сочинении, и я обещаю вам, что оно начнет реализовываться еще раньше, чем вы себе можете представить. Вот у нас есть один участник в Окленде. Она прописала свои мечты, и это уже произошло через 6 месяцев. Она сама не ожидала, насколько быстро это произошло. И я вам клянусь, что вот эта ручка, между этой ручкой и мозгом существует магия. Есть магическая связь между рукой, ручкой и мозгом. Магия происходит и начинается именно с этого. И у вас начнется момент, когда вы начнете сами с собой разговаривать. И вот тогда начинается полноценная магия. Ребята, от меня это все. Поэтому мы говорили о коллажах. Мила немножко об этом упоминала. А сейчас я хотел бы пригласить Армандо Мурнекса. Может, присоединись, пожалуйста, к нам. Подведем итоги. И, господа, дамы и господа, спасибо за то, что выслушали меня. Ребят, всем привет. Как меня видно, слышно? Отлично. Эндрю, благодарю. Да, я тоже могу про коллажи рассказать. У меня мой коллаж, который я создавал самый первый еще в 2014 году, абсолютно все сбылось. Притом сбылись такие вещи, о которых, не знаю, на тот момент, когда я делал этот коллаж, то есть мне казалось, что это немножко, ну, сказать, выходит из рамок. Хорошо, друзья, скажите, пожалуйста, как вам сессия сегодняшняя? То есть есть ли осознание? Поставьте единичку, если вы получили какие-то осознания, если вы готовы действовать, если вы готовы принять все то, что здесь было сказано, и сами испытать. То есть сами попробуйте, и вы увидите, результат действительно вас потрясет. Но я бы хотел с вами поговорить вот о чем. Многие люди меня очень часто спрашивают, да, особенно наши партнеры, ну почему вот у одного есть успех, у другого нету? Почему один становится там, не знаю, закрывает ранги там топ-менеджеров, советников и президентов, а другие не могут из агентов вылезти? Друзья, я сегодня хотел бы с вами поделиться таким очень важным таким моментом, которое лично мне в жизни очень сильно помогло. И я своим лидерам, те люди, которые со мной общаются ежедневно, то есть они все это знают и это делают, но я бы хотел это дать всем вам. Значит, смотрите, первое, что нам нужно сделать. Берите, пожалуйста, ваши тетради и пишите. Вам нужно поставить цель на год и на квартал. То есть поставьте цель или там мечту, да, какую вы хотите осуществить, год, и распишите на 4 квартала. Дальше что мы делаем? Нам необходимо поставить ментальную связь. То есть нам нужно вознаградить себя за что-то. Да? То есть мы сделали за 3 месяца что-то, и мы получаем результат. Как это нужно сделать? Значит, представим, что у нас есть
Как, наверное, так я это сделаю. То есть представим, что у нас есть здесь, видно, да? Здесь есть наша заветная мечта, цель, то есть то, что мы хотим получить. И здесь мы прописываем, значит, отсюда мы начинаем первый квартал, второй квартал, третий квартал и четвертый квартал. Видно, да? И вот этот квартал – это 3 месяца. То есть вам эти 3 месяца нужно расписать следующее. То есть что вы будете делать каждую неделю, чтобы получить желаемое. То есть вот что вы хотите через 3 месяца получить. Когда вы это сделаете, то у вас будет неделя. То есть каждую неделю нужно что-то делать. И для этого вам необходимо так называемый недельный такт. То есть каждую неделю, каждый день, каждый час надо делать определенный ритуал. Ритуал, я уже вчера объяснял, да, это ваши действия, которые не меняются, они постоянные. То есть когда у вас есть постоянные действия, так как мы начинаем с того, что поблагодарили, попросили прощения, после этого мы сделали зарядку, подняли свой эмоциональный настрой, после чего мы приступаем к действиям. Когда мы приступаем к действиям, ваша энергия, она находится на пике. И тогда, когда вы общаетесь с людьми, когда вы делаете что-то, вы делаете это на максимальной пиковой энергии. И вот этот недельный такт, он необходим всем. То есть если вы хотите действительно получить результат, то обязательно нужен недельный такт. То есть у меня он выглядит следующим образом. С утра встаешь, то есть первое, что ты делаешь, там, ты попил водички, сделал там зарядочку, опять попил водички, потом пошел, принял душ, потом после этого ты начинаешь заниматься какими-то делами, то есть у тебя прописано, с кем встречи, когда у тебя, да, и ты делаешь как бы презентацию за презентацией. И вот когда ты вырабатываешь вот это в недельный такт, я советую, и этот совет я услышал в 2014 году, 6 лет назад, от Андрея Хавратова, который сказал: Арманд, ключ к твоему успеху – это 5 презентаций в день. То есть 5 презентаций в день – это изменит все. И я помню, что я в Англии начинал проводить презентации, у меня очень много времени уходило на эти презентации, там по 3 часа. У меня, представляете, люди отпрашивались в туалет и не возвращались. То есть я настолько глубоко уходил в презентации, что люди уходили. Я тогда звонил Андрею Хавратову, я ему говорил то, что, знаешь что, не работают твои 5 презентаций, в общем, не получается мне сделать, потому что, 3 презентации 9 часов, то есть надо есть и спать и так далее. И он тогда мне сказал: Арман, ключ к твоим успехом – это 5 презентаций. Я ему тогда сказал следующее. Сказал: хорошо, я проведу этих 5 презентаций в течение 1 месяца, а это 150 презентаций минимум, и я тебе докажу, что это не работает. Вот видите, я доказал ему, что это работает. Дальше. Что необходимо, когда вы идете на презентации? Вам необходимо управлять своим состоянием. То есть вы должны быть постоянно на пике. От вас должно фонить энергии такой, что человек не понимает, что у тебя есть, о чем ты говоришь. И если вы знаете Петру Жалбе, это человек, который приехал в Италию, не зная итальянского языка, как бы маломальски его зная, да, и сделал сегодня команду, которая уже, наверное, расплодилась по всему миру. Это люди приходили не на то, что он говорит, а на его энергию, на его состояние. И это я хотел бы до вас донести. Попробуйте, вот проверьте, поднимите свое состояние на пиковый уровень, и после этого делайте ваши какие-то дела, и вы увидите результат. Управление состоянием важно. Дальше. Что необходимо? Необходимо вам организоваться в группы. У кого есть группы, пожалуйста, поставьте единичку. У кого нету групп, пока ничего не ставим. Отлично. Я вижу, что уже многие люди вошли, да, в группы. Угу. А скажите, пожалуйста, все, спасибо, ребят. А скажите, пожалуйста, теперь у кого нету, то есть кто еще не в группе? Поставьте 2, если вы не в группе. Так, Андрей. О, ребят, у нас очень много людей не в группе. Юля, пожалуйста, свяжись с людьми. То есть вы должны организоваться в группе по 4 человека.
у вас будет 1 куратор, то есть итого будет 5. Каждую неделю каждый из вас будет являться таким, как лидером этой группы, то есть ваша задача организовать группу, ваша задача будет там, проверить домашние задания, помогать и так далее. Хорошо? То есть это необходимо, чтобы вы увидели результат. Я хотел бы немножко рассказать ситуацию. Вот у меня недавно тоже ребята выполняли так, как бы, домашнее задание, которое я давал. И человек, который был лидером группы, то есть, ну, это человек, который никогда не был лидером нигде. И интересный факт, 80%, у меня даже где-то есть это записано, 80% людей, которые были в этой группе, только потому, что там был лидер, они выполнили задачу на 80%. Когда не было лидера, они не выполняли, но только одно осознание, что есть необходимость собираться, есть необходимость там показывать человеку, который является лидером на этой неделе. Только одна мысль или знание того, что есть кто-то, который будет спрашивать, человек выполняет. Поэтому это, ребята, очень круто помогает. Дальше, писать отчеты. То есть у вас должен быть план на неделю и рядом тик-тик-тик-тик, то есть вы ставите отчет, то есть сделано, сделано, сделано. И очень важным моментом является именно поставить себе минимальный заработок. То есть давайте сейчас каждый из вас напишет у себя, сколько вам необходимо в месяц денег, чтобы вы жили комфортной жизнью. Просто напишите себе. Написали? А теперь разделите, отлично, а теперь разделите на 4. То есть нам нужно разделить на 4 недели. Делим на 4 недели, и того у вас получается в неделю какая-то сумма. И теперь смотрите, ваша цель каждую неделю вот получать эту сумму. Это ваша цель, это ваша задача. Когда вы прописываете вот это вот у себя в недельном такте, то вы понимаете, что вам необходимо сделать, чтобы получить результат. И я сейчас, ребята, не говорю только про бизнес МКИ. Я говорю о том, что вы как бы в бизнесе вы можете здесь заработать денег, но потом распределять эти деньги в инвестиционные инструменты – это следующая задача. И вот тогда, когда вы прописываете, сколько вам надо в неделю, тогда вы будете находить те инструменты, которые вам дополнительно будут давать еще доход. Но я здесь говорю не про другую сетевую компанию, я не говорю про другой бизнес, да, куда подключать людей. Я говорю именно про бизнес МКИ плюс инвест-портфель. Если вы меня поняли, пожалуйста, поставьте плюсик. Отлично. А кто это будет делать теперь? Поставьте единичку, если вы будете это делать. Если вы сделаете так же, как и я, когда я сказал, Андрей Федорович, я докажу, что это не работает. И теперь я хотел бы поделиться с вами, почему в нашей компании вас ждет успех. Кто хочет знать? Почему именно здесь вы можете получить любые результаты? Почему именно здесь вы сможете стать финансово свободным? Почему именно здесь вы сможете воплотить любую мечту, любой ваш коллаж воплотиться в реальность? Почему? Я хочу поделиться следующим. Все вы знаете, что система многоуровневого бизнеса, элемент которого присутствует в нашем бизнесе, он начался в 1950 году, 57-м, по-моему.
Так вот, представьте, это люди, которые начали эту индустрию развивать, и на сегодняшний день вообще сетевые компании, они делают очень большой, по-моему, 239 миллиардов долларов объем всех сетевых компаний. То есть это на порядок больше, чем киноиндустрия Лос-Анджелеса, это на порядок больше, чем национальные футбольные, футбольные лиги, да, футбольная индустрия вся. Это намного больше, чем вся, как она, не театральная, концерты, песни, да, вот это, музыкальная индустрия. То есть это намного больше, я сейчас говорю только про сетевой бизнес. Но теперь очень важный момент. В сетевом бизнесе 95% людей, они зарабатывают менее 100 долларов. 95% менее 100 долларов. И эти люди, они постоянно вкладывают деньги, чтобы просто быть в этой движухе. Понимаете? Им не дают ни долю в компании, им не дают криптоюниты, им не дают ничего. Они покупают продукт. И скажите, пожалуйста, знаете ли вы людей, которые когда-либо вас приглашали в сетевую компанию, и у них постоянно продукта дома очень много. У них там под кроватью продукт, в шкафах продукты, да, то есть у них везде продукты. Почему? Потому что они продать это физически не могут, но они хотят находиться в этой тусовке. Так вот, с нами намного быстрее вы получите только по двум причинам. Первая причина. Здесь 100% людей получают ежемесячно по программе лояльности. То есть, понимаете, мы создали что-то, что всем людям 100%, неважно он в ранге агента, либо он в ранге там президента, все получают ровную, скажем, выплату на его криптоюнит, балл на криптоюнит, да? Это первое. Второе. Здесь каждый человек может другому дать решение его проблем. То есть, если у тебя много денег, и ты не знаешь, какова будет ситуация на мировом рынке, здесь ты можешь вложить и приумножить. Притом вложить, ну, там, маленькую сумму, да, а получить на выходе намного больше. То есть, любой большой инвестор, у которого есть, скажем, необходимость сохранить и приумножить его деньги, он сюда придет. Второе. Здесь каждый человек, который занимается бизнесом, вы получаете мгновенно ваши бонусы. Третье. Здесь каждый человек, который работает, он создает себе самый большой пассивный источник дохода. И самое главное, это четвертое, то, что здесь миссия, которая зажигает любого человека. Я общался со многими людьми, именно которые входят в зал славы, а это люди, которые зарабатывают в сетевой индустрии более $1 миллиона. И я могу сказать, когда я рассказываю о том, какая миссия у нашей компании, многие из них, они хотят быть у нас. Они хотят быть именно в такой же движухе, но они не могут. И одна из причин, почему они не могут, потому что, как Андрей Федорович говорил, у него это было, когда у тебя золотые наручники. То есть ты получаешь немножко денег там со своей уже выполненной работе, и если ты уйдешь, то у тебя терминируют, у тебя там отберут все, что есть. Поэтому с нами, ребят, каждый человек, который действительно не просто отсидится здесь, но который будет выполнять все то, что мы говорим, вы получите результат в этом году. У меня все. Я бы хотел всех вас поздравить с тем, что у нас прошла вторая сессия. Ребята, объединяйтесь в группы, выполняйте домашние задания, и я вам гарантирую успех. Потому что, как я уже вчера говорил, нету секрета успеха, есть система успеха. И эту систему нам показал Андрей Федорович, эту систему нам показала Мила Сердюкова, эту систему нам показал Эндрю Хокс, эту систему показали все те люди, которые сегодня находятся здесь и имеют успех. Всем хорошего дня, пока-пока. Если, Андрей, Мила, еще хотите что-то добавить, я все.